Всем привет! Вы на канале PsyLife, и тема нашего видео – как вести себя с патологическим вруном. Вы однажды встретили человека, который постоянно говорит неправду? И неважно, чего это касалось, что-то в его истории показалось вам странным или маловероятным? Значит, можно с уверенностью сказать, что вы таки встретились с патологическим вруном. Как же себя вести с таким человеком? Первое и, естественно, самое простое – это не общаться вовсе. Каждый раз, когда врунишка рассказывает вам нереальную историю, вы тратите свое время и силы на то, чтобы разобраться в ней, что есть правда, а что ложь. В большинстве случаев хорошие лжецы настолько искусно врут, что догадаться с первых минут разговора, что человек сказал неправду, будет очень сложно. К тому же людям всегда хочется показаться лучше, чем они есть на самом деле. Поэтому отчасти каждый человек в своей жизни хотя бы раз насоврал. А патологические вруны и вовсе живут в каком-то своем придуманном мире. Вам лишь остается не давать человеку наслаждаться тем, что он навешал вам длинную лапшу на уши. Если вруна убрать совсем не получается, то постарайтесь свести к минимуму ваше общение с ним. Второе. Вам не обязательно верить во все безоговорочно. Если во время рассказа вы нашли несколько несостыковок, то можете спокойным тоном ему об этом сказать. Для этого не обязательно начинать ссору. Достаточно сказать, что вы что-то не понимаете, и повторить несколько деталей из его рассказа. К примеру, если в 2 часа дня он был в банке, а потом, по его словам, в 2:30 закончил отчет, находясь на рабочем месте, то как это он так быстро смог завершить 2 дела за короткое время? Конечно, лгунишке не понравится то, что вы можете определить его ложь, но в этом случае вы всего лишь обезопасите себя от его сказок. Третье. Сначала доказательства, потом вердикт. Не стоит обвинять человека во вранье, если вы еще не удостоверились в этом. Потому как правда бывает иногда настолько невероятной, что в нее очень сложно поверить. И на одном лишь найденном моменте тоже не стоит делать выводы о человеке, что он врун. Соберите достаточное количество несостыковок, хорошенько проанализируйте всю информацию и только потом делайте вывод. Четвертое. Разоблачение не всегда имеет смысл. В большинстве случаев патологическому вруну нужна эта ложь во спасение себя. И если его попытаться разоблачить прилюдно, он будет защищаться так, как умеет. Он начнет говорить такие вещи, которых никогда не было. Но они могут оказаться настолько логичными и похожими на правду, что вы рискуете оказаться проигравшим. Вроде бы хотели как лучше доказать, что человек врет, а получилось, что именно вы стали посмешищем в глазах других людей. Пятое. Эмоции держите в узде. Одно из основных правил при общении с патологическим вруном – это не давать ему возможность манипулировать вами. А это проще всего вруну сделать с помощью эмоций, на которые он искусно выводит своего собеседника. Для того, чтобы получить лишние 3 дня выходных после отпуска, он соврет и глазом не моргнет о больной бабушке, которая живет далеко, и ему срочно нужно с ней повидаться. У такого человека есть цель, и он ее добивается за счет вранья, придумка которого занимает не больше 10 минут. Но кто ж не отпустит повидаться с больной бабушкой? А кто ему не посочувствует? Вот тут вы и рискуете быть пойманным на его крючок. Что же вам нужно сделать? Это проявлять интерес к разговору, но постараться не сильно показывать свои эмоции при нем. Шестое. Как бы банально ни звучало, но прежде чем дать ответ на любой вопрос, сначала обдумайте свой ответ. Чем часто пользуются в разговоре врун, так это техникой 3 «да». Когда человеку задают первый вопрос, и его ответ «да», второй вопрос тоже «да», и на третий человек автоматически отвечает тоже «да». Конечно же, при таких моментах все вопросы звучат быстро и вам просто не дают времени на размышления. Поэтому, если перед вами врун, сосредоточьтесь на том, что вы ему говорите и на какие вопросы отвечаете. Главное, это не спешите давать ему ответ, потому как с такой техникой попасть в его ловушку легче простого. Позже отказаться от своих слов будет достаточно сложно, так вы можете взяться за работу, которой даже не планировали заниматься. А потом ненароком узнать, что вас просто обвели вокруг пальца и врунишка отдыхает, а вы работаете за двоих. Седьмое. Не пытайтесь добиться правды и только правды от патологического вруна. Ему и так некомфортно говорить о себе правду самостоятельно. А если еще и кто-то попытается на него надавить, то с вероятностью в 99% собеседник услышит только ложь и никакой правды.
Лжецу всегда кажется, что когда он говорит правду, он становится уязвимым. Поэтому насильственный метод тут не работает. Правду можно услышать от лжеца, но только если вы войдете в его круг общения, и он поймет, что вы его не осудите. В противном случае не пытайтесь что-либо изменить. Вам остается только наблюдать со стороны и относиться к нему с осторожностью. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.